Добро пожаловать на наш канал языковой практики. В этом видео мы усовершенствуем наши навыки слушания и разговорной речи посредством различных повседневных разговоров. Доступны английские субтитры, и вы можете легко переключиться на местный язык, используя функцию автоматического перевода в настройках YouTube. Давайте практиковать наши языковые навыки вместе каждый день. Урок 1. Приключения по списку желаний. Привет, Анна. Я только что услышал об этой невероятной пешеходной тропе в горах. Это звучит потрясающе. Обязательно добавлю его в свой список мест для посещения. Вы не будете разочарованы. Виды должны быть захватывающими. Я могу только вообразить. Мне нравится быть в окружении природы. Это так освежает. Абсолютно. Кроме того, это отличный способ отключиться от суеты повседневной жизни. Да, я считаю, что времяпрепровождение на свежем воздухе действительно помогает очистить мой разум. То же самое. Есть ли у вас еще какие-нибудь места в вашем списке желаний? Я делаю. Я хочу посетить Гранд Каньон и увидеть там закат. Это фантастический выбор. Цвета заката, должно быть, ошеломляют на фоне каньона. Точно. Я видел фотографии, и это похоже на картину. Вы были там? Пока нет, но он определенно тоже в моем списке. Я хочу ощутить необъятность лично. Вам стоит спланировать поездку. В этом районе также есть отличные возможности для пеших прогулок. Это правда. Возможно, мы сможем организовать групповую поездку и исследовать вместе. Мне нравится эта идея. Было бы интересно поделиться этим опытом с друзьями. Определенно. В хорошей компании приключения всегда приятнее. Урок 2. День продуктов. Привет. Анна, я собираюсь в магазин позже. Вам что-нибудь нужно? Конечно. Сколько молока вам нужно? Мне 1 литра будет достаточно. Я люблю хлопья с молоком по утрам. Это звучит неплохо. Я обычно предпочитаю миндальное молоко. У него приятный вкус. Миндальное молоко очень вкусное. Я пробовала его в смузи, и это здорово. Да, он добавляет приятную сливочность, но не слишком тяжелый. Вам нужны еще продукты. Мне тоже следует взять немного фруктов и овощей. Свежие продукты необходимы. Абсолютно. На этой неделе планирую приготовить салат. А вы? Я подумываю приготовить жаркое с большим количеством разноцветных овощей. Ням. Это звучит здорово и энергично. Есть ли у вас любимый овощ, который можно добавить? Обожаю болгарский перец. Они добавляют приятный хруст и сладость. Болгарский перец великолепен. Мне также нравится добавлять брокколи из-за ее текстуры и питательных веществ. Хороший выбор. Я обязательно возьму что-нибудь. Пробуете ли вы какие-нибудь новые рецепты? Да, я нашел новый рецепт макарон,
в котором вместо обычных макарон используется лапша из кабачков. Это звучит интересно. Я слышал, что лапша из кабачков – отличный вариант с низким содержанием углеводов. Они действительно есть. Это интересный способ разнообразить традиционные блюда из пасты. Возможно, мне придется это попробовать. Дайте мне знать, как это получится, когда вы это сделаете. Я буду. А если найдете какие-то новые рецепты, поделитесь ими со мной. Определенно, готовить всегда веселее, когда мы делимся идеями. Урок 3. Наверстывание упущенного. Привет, Анна. Прошло много времени. Как твои дела? Привет, Джон. Я был великолепен. А ты? Есть интересные новости? На самом деле я только что вернулся из поездки на выходные на побережье. Это было освежающе. Это звучит потрясающе. Я люблю пляж. Что ты там делал? Мы исследовали береговую линию, купались и даже попробовали местные морепродукты. Ням. Свежие морепродукты самые лучшие. Было ли у вас любимое блюдо? Определенно. Суп из моллюсков был невероятным. Это было так сливочно и ароматно. Я почти чувствую вкус. Давно хотела попробовать приготовить суп из моллюсков дома. Это отличная идея. Кулинария может стать интересным способом воссоздать эти воспоминания. Точно. А вы? Появились ли у вас в последнее время какие-нибудь новые хобби? Да, я начал учиться серфингу. Это сложно, но так весело. Серфинг звучит волнующе. Удалось ли вам поймать хорошие волны? Несколько. Это требует практики, но когда ты наконец едешь на нем, ты чувствуешь себя потрясающе. Бьюсь об заклад. Должно быть, это тоже отличная тренировка. Вы часто ходите туда. Я стараюсь ездить каждые выходные, когда позволяет погода. Это мое новое любимое занятие. Это вдохновляет. Однажды я должен присоединиться к тебе. Это звучит как взрыв. Абсолютно. Я бы хотел иметь друга по серфингу. Давай вместе спланируем день на пляже. Урок 4. Кулинарные приключения. Привет, Анна. Я думал о своем следующем кулинарном приключении. Это звучит захватывающе. Что дальше в вашем списке кулинарных приключений? Я хочу попробовать приготовить домашнюю пасту с нуля. Я слышал, что это действительно полезно. Это фантастическая идея. Свежая паста намного вкуснее магазинной. Точно. Я посмотрел несколько видео, и это выглядит как забавный процесс. Вы имеете в виду какой-то конкретный вид пасты? Думаю, приготовить феттучини. Прекрасно сочетается со сливочными соусами. Ням. Феттучини Альфредо. Один из моих любимых. Вы тоже планируете приготовить соус? Да, я хочу приготовить классический соус Альфредо из сливочного масла, сливок и сыра пармезан.
Звучит вкусно. Вы также можете добавить немного чеснока для дополнительного аромата. Отличная идея. Чеснок всегда улучшает вкус. Вы когда-нибудь раньше готовили макароны? Однажды я это сделал, и это было немного сложно, но оно того стоило. Вкус был невероятным. Я могу себе представить. Есть ли у вас какие-нибудь советы для такого новичка, как я? Определенно. Обязательно хорошо вымесите тесто и дайте ему отдохнуть, прежде чем раскатывать. Спасибо за совет. Я запомню это. Хотите присоединиться ко мне на кулинарном занятии? С удовольствием. Будет весело готовить вместе и вместе смеяться. Потрясающий. С нетерпением жду нашего кулинарного приключения. Урок 5. Сила саморефлексии. Эй, Анна, ты когда-нибудь задумывалась о пользе самоанализа? Абсолютно. Я считаю это невероятно ценным для личностного роста. Лично мне это помогает выявить закономерности в моем поведении и мыслях. Это отличный момент. Распознавание этих закономерностей может привести к значимым изменениям. Точно. Иногда я понимаю, что реагирую одинаково в разных ситуациях, и это открывает глаза. Да, это как зеркало, отражающее наши привычки, как хорошие, так и плохие. Есть ли у вас особый метод саморефлексии? Мне нравится регулярно записывать свои мысли. Это помогает мне справиться со своими чувствами и переживаниями. Ведение дневника – фантастический инструмент. Я слышу, что это также может улучшить ясность ума. Определенно. Записывание дел часто помогает им чувствовать себя более управляемыми. Я подумываю о том, чтобы завести журнал благодарности. Я думаю, это может изменить мою точку зрения. Это замечательная идея. Сосредоточение внимания на том, за что вы благодарны, может улучшить ваше общее настроение. Я заметил, что когда я размышляю о положительных моментах, это уравновешивает трудные времена. Абсолютно. Все дело в том, чтобы найти этот баланс и быть добрее к себе. Я согласен. Самоанализ может стать мощным способом развития сострадания к себе. Точно. Давайте обязуемся чаще размышлять и делиться своими мыслями друг с другом. Мне бы это понравилось. Это будет отличный способ поддержать рост друг друга. Урок 6. Утренние неудачи. Доброе утро, Анна. Хорошо ли спалось? Эй, Джон. Да, но есть проблема. А нет. Что случилось? Я проснулся и обнаружил, что горячей воды нет. Это расстраивает. Вы проверили, работает ли обогреватель? Я сделал. Кажется, что он сломан. Возможно, мне придется вызвать сантехника. Это звучит как хорошая идея. Не весело начинать день без теплого душа. Точно. Я действительно с нетерпением ждал этого.
А вы? У тебя была хорошая ночь? Я так и сделал, но проснулся рано из-за шума снаружи. А, нет. Что происходило? Рядом вели какие-то строительные работы. Это было довольно громко. Это раздражает. Трудно расслабиться среди всего этого шума. Это действительно так. Я пытался заглушить это музыкой, но это не особо помогло. Я могу себе представить. Иногда лучше всего смириться с хаосом. Истиной, возможно, мне стоит в следующий раз приобрести хорошие беруши. Это умная идея. Это может существенно повлиять на качество вашего сна. Конечно, и когда я наконец приму горячий душ, я почувствую себя намного лучше. Абсолютно. Будем надеяться, что сантехник быстро решит и мою проблему. Пальцы скрещены. Хорошее начало дня делает все лучше. Урок 7. Высокотехнологичные колеса. Привет, Анна. Ты видела последние модели электромобилей? Привет, Джон. Да. Я видел презентацию о них. Они выглядят невероятно. Я точно знаю. Технологии просто потрясающие. Какой из них привлек ваше внимание? Тот самый, с функцией самостоятельного вождения. Представьте себе, что вы просто расслабляетесь, пока машина едет сама. Это было бы потрясающе. Но думаете ли вы, что безопасно доверять в управлении компьютером? Это хороший момент. Есть еще некоторые опасения по поводу надежности. Что вы думаете? Я считаю, что это может быть безопасно при наличии надлежащих технологий и испытаний. Кроме того, это может снизить количество несчастных случаев. Это правда. Но как насчет удовольствия от вождения? Мне нравится ощущение контроля. Я понимаю это. Есть что-то волнующее в вождении мощного автомобиля. Точно. Вы когда-нибудь водили автомобиль с расширенными функциями, такими как ассистент движения по полосе? Да, я недавно попробовал один. Было поразительно, как он мягко вырулил обратно на полосу движения. Вау, это звучит круто. Мне бы хотелось это испытать. Как вы думаете, вы бы купили один? Если бы у меня был бюджет, я бы обязательно сделал это. Они как взгляд в будущее. Конечно. Интересно, как будут выглядеть автомобили через 10 лет? Есть прогнозы. Может быть, летающие машины или автомобили, которые могут общаться друг с другом, чтобы избежать пробок. Это было бы фантастически. Представьте, что вы больше никогда не застрянете в пробке. И подумайте о воздействии на окружающую среду. Более чистые автомобили могут действительно помочь нашей планете. Абсолютно. Интересно думать о том, как технологии могут изменить нашу жизнь. Мне не терпится увидеть, какие инновации появятся в автомобильном мире дальше. Урок 8. Сила резюме. Привет, Анна. Я читала о важности иметь сильное резюме. Привет, Джон.
Это отличная тема. Как вы думаете, это действительно имеет значение? Абсолютно. Хорошо составленное резюме может сразу привлечь внимание работодателя. Я согласен. Это похоже на ваше первое впечатление на бумаге. Что, по вашему мнению, следует включить? Ключевые навыки и опыт имеют решающее значение. Они должны показать, что вы можете привнести в работу. Да, и я думаю, что форматирование тоже важно. Чистый макет облегчает чтение. Определенно, если оно загромождено, работодатель может даже не дочитать его. Вы когда-нибудь помогали кому-то с резюме? Да, я помог другу в прошлом месяце. Мы сосредоточились на освещении его достижений. Это умно. Давал ли он какое-нибудь интервью после этого? Он сделал. Его вызвали на 2 собеседования. И это фантастика. Вау, это впечатляет. Я думаю, что адаптация вашего резюме для каждой вакансии также важна. Точно. Это показывает, что вы искренне заинтересованы в этой конкретной должности. И это позволяет подчеркнуть наиболее актуальные переживания. Верно. Вы когда-нибудь обновляли свое резюме в последнее время? На самом деле я это сделал. Я добавил свои новые навыки из пройденных онлайн-курсов. Замечательно. Непрерывное обучение является ключевым моментом на современном рынке труда. Истинный. Считаете ли вы, что сопроводительные письма все еще необходимы? Я считаю, что они могут добавить индивидуальности и объяснить вашу мотивацию. Да, это шанс рассказать свою историю, выходя за рамки фактов из вашего резюме. Точно. Все дело в том, чтобы выделиться среди конкурентной среды вакансий. Интересно, сколько людей на самом деле тратят время на совершенствование своих резюме? Это удивительно. Многие недооценивают его важность. Небольшие усилия могут иметь большое значение. Урок 9. Герои истории. Привет, Анна. Я читала о Гарри Табман и ее невероятном путешествии. Привет, Джон. Она была замечательной женщиной. Что вас вдохновило больше всего? Мне нравится, как она привела так много людей к свободе, как герой древних времен. Это правда. Это напоминает мне, как Моисей вывел израильтян из Египта. Точно! Оба деятеля проявили огромную храбрость и лидерство в трудные времена. Как вы думаете, их истории до сих пор вдохновляют людей? Абсолютно. Они учат нас устойчивости и борьбе за справедливость. Я согласен. Удивительно, как их действия изменили ход истории. Да, усилия Гарри Табман сыграли решающую роль в подземной железной дороге. А что насчет Моисея? Его история занимает центральное место во многих религиях и культурах. Верно. Он символизирует освобождение и надежду для многих людей. Как, по вашему мнению, мы можем применить их уроки в нашей жизни сегодня? Мы можем отстаивать то, что правильно,
и помогать нуждающимся, как и они. Это мощное послание. Речь идет о внесении изменений, какими бы незначительными они не были. Точно, каждый акт доброты может вызвать волновой эффект в наших сообществах. Считаете ли вы, что рассказывание историй играет роль в сохранении их наследия? Определенно, распространение их историй помогает обучать других и вдохновляет будущие поколения. Мне нравится, как истории могут преодолеть разрыв между разными культурами и периодами времени. Да, они напоминают нам о нашей общей человечности и о трудностях, которые мы преодолели. Важно чтить этих деятелей и учиться на их опыте, вы не находите? Абсолютно. Их смелость должна мотивировать нас быть смелыми в нашей жизни. Урок 10. Путешествие открытий. Привет, Анна. Я думала о путешествии в поисках своей страсти. Привет, Джон. Это интересная тема. Что заставило вас задуматься об этом? Я читал о том, как люди часто борются, но в конце концов находят свое истинное призвание, как Элен. Я люблю Элен. Ее путь к успеху показывает, что настойчивость окупается. Точно. Это напоминание о том, что трудности могут в конечном итоге привести к чему-то удивительному. Вы думаете, что у каждого есть уникальная страсть, которая ждет своего открытия? Я верю в это. Иногда просто требуется время и исследование, чтобы раскрыть это. Это правда. Как вы думаете, как можно раскрыть свои увлечения? Пробование новых видов деятельности или волонтерства могут открыть нам глаза на новые интересы. Отличная идея. Я многому научился, посещая семинары и занятия. Да, знакомство с новыми людьми во время этих событий также может нас вдохновить. Вы думаете, что никогда не поздно найти новую страсть? Нисколько. Многие люди позже открывают для себя новые увлечения и преуспевают. Я восхищаюсь этим. Это показывает, что рост и изменения могут произойти в любом возрасте. Точно. Все дело в непредвзятости и готовности идти на риск. А как насчет неудачи? Как это влияет на поиск наших увлечений? Неудача может стать ступенькой. Каждая неудача преподает нам ценные уроки. Я согласен. Это повышает устойчивость и помогает нам уточнить наши цели на этом пути. И помните, иногда само путешествие так же важно, как и пункт назначения. Да, речь идет о наслаждении процессом и познании себя. Найти свою Элен может быть непросто, но награда определенно того стоит. Урок 11. Магия музыки. Привет, Анна. Я только что послушала Мессию, Гинделя, и она меня сразила. Привет, Джон, это классика. Знаете ли вы, что его дебют в Лондоне состоялся в 1743 году? Да, я читал, что ее подготовил для лондонской сцены сам Гендель. Точно. То, как он объединил оркестр и хор,
Просто великолепно. Какая часть Мессии вам больше всего нравится? Обожаю припев «Аллилуйя». Это так мощно и воодушевляет. Это действительно так. Энергия этого произведения вызывает желание праздновать. Вы когда-нибудь видели его исполнение вживую? Пока нет, но очень бы хотелось. В живой музыке есть что-то особенное. Вам не кажется? Абсолютно. Атмосфера наэлектризованная, и вы можете почувствовать эмоции в комнате. Играешь ли ты на каких-нибудь музыкальных инструментах? Я играю на фортепиано. Это отличный способ выразить себя и расслабиться. Это чудесно. Я всегда хотел научиться играть на инструменте. Есть какие-нибудь советы? Начните с чего-нибудь простого, например, с гавайской гитары. Это весело и легко собирать. Это звучит великолепно. Возможно, я попробую. Вы сами сочиняете музыку. Я немного балуюсь. Это интересный способ экспериментировать с мелодиями и ритмами. Это потрясающе. Я восхищаюсь всеми, кто может создавать музыку. Это похоже на волшебство. Это действительно так. Музыка объединяет людей разных культур и времен. Я полностью согласен. Это может вызвать такие глубокие чувства и воспоминания. А такие мероприятия, как выступления, могут создать незабываемые общие впечатления. Конечно, я думаю, что Мессия обладает вневременным качеством, которое находит отклик у каждого. Урок 12. Искусство создания атмосферы. Привет, Анна. Я экспериментировала со свечами, чтобы создать дома успокаивающую атмосферу. Привет, Джон. Это звучит прекрасно. Какими ароматами вы пользуетесь? Я использую лаванду и ваниль. Они действительно помогают расслабить ум. Это отличный выбор. Вы тоже не думали о том, чтобы добавить цвета свечам. Да, я читал, что цвета могут влиять на настроение. Какие цвета, по вашему мнению, работают лучше всего? Я думаю, что мягкие голубые и зеленые цвета успокаивают, а теплые желтые могут быть веселыми. Это интересно. Я видел свечи ярких цветов, но никогда не задумывался об их эффекте. Верно. Каждый цвет может создавать разные ощущения. Вы пробовали делать свечи самостоятельно? Пока нет, но очень бы хотелось. Кажется, это интересный и творческий проект. Это. Вы можете настроить ароматы и цвета в соответствии с вашим настроением или декором. Какие материалы вам нужны для начала? Всего лишь немного воска, фитилей, эфирных масел и красителей. Это довольно просто. Звучит выполнимо. Я мог бы пригласить друзей на вечеринку по изготовлению свечей. Это фантастическая идея. Это может быть интересный способ сблизиться и создать что-то вместе. Точно. Кроме того, каждый может уйти с уникальной свечой, чтобы насладиться ею дома.
И это отличный способ персонализировать свое пространство с помощью любимых ароматов и цветов. Я уже представляю, как там будет уютно. Есть ли у вас любимые советы по изготовлению свечей? Начните с небольших партий и экспериментируйте с различными сочетаниями ароматов и цветов. Отличный совет. Я обязательно учту это, когда начну свое приключение со свечами. Не могу дождаться, чтобы услышать, как идут дела. Создание собственной атмосферы может быть очень полезным. Абсолютно. Все дело в том, чтобы найти то, что заставляет вас чувствовать себя спокойно в вашем пространстве. Урок 13. Стратегии покупок. Привет, Анна. Что у нас сегодня в списке покупок? Привет, Джон. Доброе утро. Нам нужны свежие продукты и немного молочных продуктов. Звучит отлично. Вы имеете в виду какие-то конкретные фрукты или овощи? Я думаю, нам стоит взять немного яблок и шпината. Они оба очень здоровы. Отличный выбор. Есть ли еще овощи, которые вы хотите добавить? Как насчет моркови? Они универсальны, и их можно использовать во многих блюдах. Идеальный. Они также отлично подходят для перекуса. А как насчет молочных продуктов? Нам нужно взять молоко и йогурт. Они являются хорошими источниками кальция. Согласованный. Вы предпочитаете обычный йогурт или греческий йогурт? Обожаю греческий йогурт. Он толще и содержит больше белка. А вы? Мне нравятся оба варианта, но на завтрак я предпочитаю греческий йогурт. Это здоровый выбор. Вы обычно добавляете что-нибудь в йогурт. Да, я люблю добавлять фрукты и немного меда. Получается так вкусно. Ням. Я обычно добавляю гранолу для большей хрусткости. Вы пробовали это? У меня есть. Это отличное сочетание. Что еще нам следует включить в наш список? Возможно, нам понадобятся закуски. Как насчет орехов или цельнозерновых крекеров? Это хорошая идея. Они здоровы и идеально подходят для путешествий. Точно. Хорошо. Когда есть питательные варианты? Мы что-нибудь еще забываем. Может быть, немного хлеба или макарон. Да, нам обязательно нужен хлеб для бутербродов. Паста отлично подходит для быстрого ужина. Идеальный. Похоже, у нас есть хорошо составленный список покупок. Действительно. Давайте обязательно проверим наличие продаж, пока мы там. Хажемыс. Всегда приятно немного сэкономить на покупках. Тебе за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь и присоединяйтесь к нашему каналу. Ваша поддержка помогает нам создавать больше